Добрый день. Это снова я, Игорь Нудилович Гнилькин. Как видите, в очень припаршивейшем настроении. На меня тут давеча накатала донос одна письмопротивная мадам, в котором она просит проверить меня на предмет дискредитации нашей армии. Она что, совсем крышей еханулась? От слова «совсем». На кой черт, скажите мне, дискредитировать нашу армию, если наша армия и без меня с этим прекрасно справляется? Да и когда я ее дискредитировал? Когда назвал нашего малоуважаемого президента тряпкой? Так и в чем здесь дискредитация армии? У меня вон тоже сзади какая-то тряпка висит. Но это же не значит, что я себя этим дискредитирую. Меня вон супруга постоянно тряпкой называет. Так что мне теперь на нее давить поносы? Писать доносы? И вообще, почему взялись только за меня? А остальные? Пропагандистка эта наша, Симоньяна Маргарин. Абсолютно разложившаяся алкоголичка. В начале СВО громче всех кричала, что мы возьмем Киев за 3 дня. А по факту мы за 3 дня взяли то, что она несколько раз может взять за 1 ночь. И довольная физиономия Киасаяна в телевизоре яркое тому подтверждение. Или, например, он Пригожин, который говорит, пора заканчивать эту спецоперацию. Якобы всех целей мы достигли. А напомните, какая у нас была цель? Если обосрунькаться на весь мир, то мы даже перевыполнили план. Сотни тысяч наших солдат землифицировали. В ближайшее время еще столько же пакетофицируют. И у меня возникает вопрос. Может, легче кого-то одного мумифицировать, чтобы прекратить эту позорную тенденцию? Кстати, этот кто-то один решил под шумок попиариться и отправился в трудносветное путешествие по Херсонской и Луганской областям. Это ж каким храбрецом надо быть, чтобы лично отправить туда своего двойника, который бесстрашно пообщался там непонятно с кем в 130 километрах от линии фронта. Но, на мой взгляд, данная поездка – это единственное за последнее время правильное решение. Потому что совсем скоро по этим местам, скорее всего, уже будет ездить Зеленский. Дальше у меня вопрос по поводу парадов Победы, которых, как выяснилось, не будет. В принципе, логично. Нет победы – нет парадов. Кстати, шествие бессмертного полка тоже отменили. Но тут я вижу только плюс. Хотя бы в этом году портреты дедов не будут валяться в мусорных баках после всего этого скрипоносного шабаша. Ну и возвращаясь к дискредитации нашей армии, я считаю, что привлекать в первую очередь надо Киркорова, который, по его словам, ради сохранения мира собирается пойти в колготках на передовую. По-вашему, так должна выглядеть вторая армия мира? В колготках? Серьезно? Это что еще за русский колготырь? Человек-орк Эстер. На кой черт нам на фронте это 2-метровое аналоговнетное чудо в перьях? Или этот Педросович думает, что там на передке сейчас катастрофическая нехватка Педросовичей? Таких там хватает. Может, он там хочет в своих колготках поднять боевой дух среди кадыровцев и вагнеровцев? Думаю, у них обязательно что-то поднимется. Но это будет точно не дух. И смею предположить, что у Филиппа после этого на колготках могут появиться лишние дырочки. Где-то прямо в области его творчества. И, честно говоря, я даже боюсь предположить, какой у него будет позывной. Филичпок или болгарский перчик? Напишите в комментариях, как бы вы назвали этого колготного героя.